Привет, друзья! У нас сегодня очень необычный и нестандартный для нас проект. По просьбе нашего заказчика мы собрали грузопассажирский вариант на базе Mercedes Sprinter 316. И вам сейчас о деталях этого проекта постараемся быстро, но коротко рассказать. За основу мы взяли Mercedes Sprinter 316 с самой большой колесной базой, с самым большим внутренним объемом фургона, и из грузовой версии превратили ее в грузопассажирскую. А теперь поподробнее. Как вы видите, условия съемки не самые подходящие, но для вас, дорогих смотрителей и слушателей нашего канала, конечно же, мы справимся и снимем этот видеообзор. Итак, Mercedes-Benz Sprinter 316. Mercedes – всемирно известный концерн немецкого, который располагается в Германии и производит большое количество вариантов автомобилей. Нас интересует только коммерческий сегмент. Спринтер – обозначение линейки легкотоннажных транспортных средств с полной массой до 5 тонн. В нашем случае это Mercedes 316. 300 – это обозначение индекса полной массы до 3,5 тонн. Приставка 16 в названии – это мощность в лошадиных силах. 161 лошадиная сила. Как-то года 4 или 5 назад мы уже обозревали Mercedes Sprinter в виде шасси и рефрижератора. В наши сети сейчас попал автомобиль в виде цельнометаллической версии. Итак, у Mercedes-Benz Sprinter бывают модификации в виде шасси, бывают модификации в виде цельнометаллического исполнения. И на шасси, и на фургонах мы имеем возможность переделывать базовые автомобили и доводить их до ваших конкретных пожеланий. Как мне помнится, видеообзор Мерседеса в виде рефрижератора вам очень сильно понравился, и там большое количество просмотров. Нам это очень приятно. Но у нас сейчас цельнометаллическая версия, которая изначально была полностью грузовая. И мы ее переделывали, как вы видите, в грузопассажирскую. Как нормальный концерн, Mercedes предлагает вам возможность на своем сайте в конфигураторе собрать неимоверное количество вариаций, комбинаций итогового исполнения автомобиля конкретно под вас. Поэтому смело ныряйте в конфигуратор и смотрите, какое количество опций там есть. У нас стояла задача подобрать автомобиль с максимально большой внутренней длиной, тот, что есть на складах и доступен вот к быстрой поставке и к быстрой конверсии. И второй главный момент – это пожелание клиента. Мощность двигателя должна быть не меньше 150 лошадиных сил. Наш замечательный экземпляр Mercedes Sprinter 316 как раз таки под эти критерии и подходит. Базу, которую мы взяли за основу, называется длинная база, высокая крыша. Колесная база составляет 4325 мм. Внутренний объем нашего грузового отсека составляет 16 кубов. Но, как я посмотрел в конфигураторе у Мерседеса, есть и сверхдлинная колесная база, и сверхвысокая крыша, что по моим примерным прикидкам составляет порядка 18 кубов полезного внутреннего объема. И если для вас это важно, то я вам рекомендую внимательно изучить все параметры, которые на сайте представлены. Потому что Mercedes сам по себе это, наверное, даже лучше, чем конструктор Lego. Вы можете на сайте собрать себе такое количество неимоверных опций, вплоть до полного привода, любого цвета, любого исполнения, любой комплектации, любого двигателя. Там даже есть двигатель мощностью 211 лошадиных сил, если для вас это важно. Короче, все важные параметры на сайте Мерседеса вы там найдете. Как нормальный, крутейший европеец, у Мерседеса в плане безопасности, комфорта и всех вот этих моментов, связанных с комфортом езды, конечно же,
все самые передовые решения. В нашем случае задний привод, 16 колеса с индексом C, усиленные. Грузоподъемность нашего автомобиля 1 тонну 200 килограмм. Естественно, после распечатки ПТС мы грузоподъемность занизили, чтобы машина на всякий случай проезжала везде. Естественно, дисковые тормоза, естественно, АБС, системы курсовой устойчивости, система распределения тормозных усилий, много активных и пассивных систем безопасности. На этом, естественно, останавливаться никакого смысла нет. Задняя подвеска у нас двухлистовая рессора. В базовой комплектации нашего автомобиля есть боковая правая сдвижная дверь, задние распашные двери с углом открывания 180 градусов. Если внимательно поизучать конфигуратор, я думаю, что там можно найти и двери с функцией открывания на 270 градусов, а также закладные для левой сдвижной боковой двери, но это опционально. Габаритные размеры нашего автомобиля: длина 6,8 метра, 6,80, ширина почти 2 метра и высота 2,60. Если для вас это имеет значение, то эти параметры нужно учитывать. Под капотом у нас устанавливается турбированный дизельный двигатель, его объем 2,2 литра, мощность 163 лошадиные силы. Расположение у нас продольное, так как привод у нас задний. Наш замечательный двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Но, если вы хотите, можно заказать автомат. У Мерседеса под капотом все просто прекрасно. Господа знатоки, у нас возник вопрос, что в черном ящике забыли, нас не интересует. Нас интересует, для чего в переднем телевизоре нашего автомобиля вот такое круглое, почти круглое отверстие. Что в нем можно расположить? Пожалуйста, напишите нам в комментариях, как вы думаете, наша версия это для зонта. Полторашка пива не влезет. 0,3 влезет, и то с трудом. Даже 0,5 не запихнешь. Да ладно, банка залезет. Пока стояли, перебирали версии с оператором. Пиво по традиции. Банка, бутылка, неважно. Может быть, немцы настолько педантичны, что сделали здесь подстаканник для чашечки кофе, либо что-то еще. Короче, ждем ваших комментариев, дорогие друзья. Напишите, что вы думаете и реально для чего вот эта штукенция здесь нужна. Посмотрели, каков Мерседес снаружи. Самое время заглянуть Мерседесу внутрь, в его суть. Знакомство мы начинаем по традиции с водительской стороны. Дверочка легко, прекрасно открывается. Можем обратить внимание на зеркала заднего вида. Они у нас состоят из двух секций, чтобы не пиликало. Значит, верхняя секция основной обзор 1:1, нижняя секция асферическая. Нижняя секция, естественно, регулируется вручную, но там достаточно отрегулировать один раз, и все прекрасно будет. Верхняя секция, естественно, имеет у нас электрорегулировки, и, конечно, она имеет функцию обогрева, а еще она имеет функцию складывания. Приколитесь, пацаны. Горловина топливного бака, как и у большинства аналогичных автомобилей, располагается рядом с водительской дверью. Объем нашего бака 71 литр. Солярочка не ниже класса Евро-4. Даже есть специальное напоминание. У нашего автомобиля есть функция центрального замка, а также вот такой интересный ключик, который позволяет вам заводить автомобиль, держа ключ в кармане. Обшивка водительской двери сделана из добротного пластика. В нижней части у нас есть специальный карман, нижний, средний карман, где отдельно выделено место для бутылки объемом где-то там до 1,5 литров. И здесь в этом случае полукарман, полуручка, за которую вы хватаетесь и держите. Ручка открывания двери, две кнопки центрального замка, блок управления электростеклоподъемниками, блок управления зеркалами, регулировка складывания и
управления, а также кнопка включения обогрева водительского сидения. Сиденье водителя, парни, сумасшедше комфортное сиденье водителя. Шикарная боковая поддержка, шикарная подушка, плюс возможность выдвижения вот этой нижней части для индивидуальной регулировки под длину ваших ног. Большое количество регулировок по наклону нижней части спинки. Лифт, парни, вверх-вниз, какую хотите. Регулировка угла наклона спинки. Подлокотник. Ну куда без подлокотника-то, пацаны, верно, да? При этом еще, если все-таки такого количества регулировок вам недостаточно, еще можно отрегулировать рулевую колонку по вылету и по углу наклона. Шикардос, Мерседесу зачет. С левой части от рулевой колонки располагается сопло подачи воздуха. Пацаны, ну это, конечно, крутяк. Но это, конечно, супер модно. Такие круглые есть только на Висе. Может быть, попробуем переставить на Вис, и тогда вообще у нас такие Висы просто будут крутые с мерседесовским тюнингом. Смотрите. Направление регулируется вот таким образом. В какую сторону хочешь, просто шар катается здесь. И плюс подача. Оп, закрыто. Оп, открыто. Просто блестяще. Просто шикарно, просто супер модно, пацаны. Здесь же в нижней части есть блок управления светом. Это габариты, это автомат с дневными ходовыми фонарями. Это у нас ближний. Это у нас ничего не нажимается. А у фар, да, вот здесь нажимается корректор фар, вылезает такая пиписька. Это задние противотуманки. И, соответственно, корректор фар и яркость нашей приборочки. Смотрите, какая штука, парни. Значит, под рулем, на рулевой колонке, есть всего лишь один переключатель. Это традиционно поворотники, это традиционно ближний, дальний. И мерседесовцы в этот раз интегрировали правый рычажочек, на котором обычно располагаются органы управления дворниками. Его перенесли сюда, на эту часть. Смотрите, вот она регулировочка. Вот она регулировочка. А вот она подача водички, друзья. Нету правого рычажка. Как теперь жить, я не знаю. Все. Нету его. Нет. Хотя у меня Mercedes 221, я катаюсь. У него то же самое. Есть рычажочек, но их здесь два. Ну, короче, походу это мерседесовский стиль. Вот такой вот. Зато рулевое колесо, господа, просто бомбическое. Так же, как и сидуха, рулевое колесо просто шикарнейшее. Идеальный размер, идеальная толщина. Здесь специальные выступы под пальцы. При этом здесь есть мультифункция и аэрбэк. А также, ну могли бы, конечно, сигнал какой-нибудь поставить повеселее. У нас с вами для левого большого пальца на нашем мультируле есть большое количество кнопок. Здесь органы управления круиз-контролем включили, подбавили, убрали, сбросили. А также три кнопочки, которые управляют бортовым компьютером. Мониторчик бортового компьютера у нас находится вот здесь и показывает, соответственно, какую-то путевую статистику у нас. Путевую статистику настройки. Запас хода 115 километров. ESP. Та-та-та-та-та. Короче, много-много всяких разных систем. Можно поиграть, можно попрактиковаться. Значит, с правой стороны от рулевой колонки располагается прекрасная, красивая, симпатичная в алюминиевой окантовочке кнопка старт-стоп. Причем она с защитой от дурака. Пока вы не выжмете сцепление, дорогие товарищи, машина не заведется. На Мерседесах нового поколения исполнение верхней части торпеды значительно отличается от предыдущих. Сейчас вы можете видеть такой длинный карман, который идет от левой стойки до правой стойки. Ну и, конечно же, как забыть о комфорте? Есть
два подстаканника. Конечно, высокие бутылки здесь не поставишь, они будут немножко закрывать обзор, но стаканчик с кофе из Макдачки прям разместится здесь просто прекрасно. Водителю также в верхней части нашего салона предлагается солнцезащитный козырек и вот такая небольшая полочка с выступом, чтобы при трогании документы не посыпались на голову, но, конечно, лучше много сюда не грузить. Верхняя часть салона нашего обшита приятным темно-серого цвета панелями, приятными на ощупь. Они, конечно, хоть и звенящие, но сделаны просто шикарно. Средняя часть нашего салона имеет такую пластиковую вставку, в которой располагается плафон освещения, кнопка вызова AirGLONASS, а также кнопочка, которая включает у нас свет в грузовом отсеке. Это, в принципе, очень удобно, когда надо что-то там посмотреть, темно, кнопочку включили, и все светло. Самое интересное и самое насыщенное, естественно, средняя часть. Средняя часть торпеды. Мерседесовцы задали тренд, когда средняя часть торпеды превращается в собой некое подобие планшета. В легковых автомобилях представительского класса здесь уже все интегрирован щиток приборов, начинается аж от стойки монитора и заканчивается чуть ли не пассажирским аэрбэгом, и все монитор. Раз iPad, два iPad. Поэтому и здесь такое возможно, но в нашей комплектации есть только заглушка под магнитолу. Я посмотрел в конфигураторе, что можно заказать здесь 7 или 8-дюймовый монитор мультимедии цветной, который будет управлять вашей аудиосистемой и основными причиндалами. Но доплата 140 тысяч рублей за монитор меня остановила. Хотя, если вам денег девать некуда, и если вы будете себе заказывать какую-то супер-пупер машину там, на полном приводе, на мощном моторе, на всяких прибамбасах, то, конечно, мультимедиа здесь должна быть. Форма нашей панели напоминает поднос. Поэтому давайте назвать в народе поднос. Вот на центральном подносе, помимо заглушки для магнитолы, можно, кстати, выкинуть карман и поставить двухдиновую магнитолу и сюда с каким-то DVD, видео, камерой заднего вида тоже оснастить. Также есть два сопла регулировки воздуховодов. Слушай, я точно на вис такие попробую поставить. Вот прям попробую. И плюс какие-то карманы, чтобы закидывать сюда какую-то мелочушку. Ниже нашего подноса располагается вот такой вытянутый, как блок сигарет, блок управления нашей системой климата. У нас есть возможность регулировки температуры. У нас в этой части есть возможность регулировать скорость воздушного потока и большое количество кнопок. Плюс небольшой мониторчик, вы все видите. Значит, у нас в штатной комплектации кондиционер. Эта кнопочка направляет воздушный поток. Это у нас аварийка. Это кнопка мощного энергичного направления воздуха на лабаш и на верхнюю часть. Это кнопка рециркуляции воздуха внутри автомобиля, если вы едете за каким-то чадящим автомобилем. А эта кнопочка жидкостного отопителя мощностью 5 киловатт. Да-да, у нас установлен в системе охлаждения автомобиля жидкостной отопитель. Не знаю, чьей марки Webasto или Бершпехер, но его мощность 5 киловатт. Крутая штука для наших российских условий. Еще ниже располагается специальная полуполка, которая имеет два кармана. В левой части располагается джойстик нашей механической коробки переключения передач. Задняя с помощью флажка включается так вот вниз сюда. А правая часть выполнена в форме кармана. Я так думаю, унификация лежит в основе этой нижней части нашего выступа, нашего, так сказать, кармана.
Потому что для рынка, например, Англии с ее левосторонним движением и расположением руля с другой стороны, непривычный для нас, россиян, как раз таки рычаг будет переноситься и располагаться в этом месте, а с этой стороны будет тот же самый карман. Унификация, товарищи. Для пассажира у нас предполагается сдвоенные сиденья, нормальные, полноценные, с ремнями безопасности, подголовничками, но без функции подогрева. Под сидушками есть, как у Форда Транзита, рундук, в котором можно расположить большое количество всяких мелочей и вещей. Но тут есть такая железная вставка, которая делит эти отсеки пополам. Далее, значит, на торпеде для пассажира грустненько и нет ничего. Нету аэрбэга, есть обычный карман, куда поместятся какие-то вещи. Правая обшивка двери, как обычно, пластики, карманы, кнопка управления стеклоподъемником и в принципе больше ничего. Ну и также вот наверху у нас солнцезащитный козырек, карман и такая ручка-поручень. Можно сказать, аскетично, но практично. Погода в крае испортилась и загнала нас внутрь пассажирского отсека. Итак, грузовая версия автомобиля была переделана в грузопассажирскую. Мы установили сюда диван Ривьера. Его функционал таков. Он дает вам возможность разместить здесь 3 пассажиров, а также имеет возможность перемещения этого дивана вплотную до передних сидений. Таким образом, когда стоит задача иметь универсальную машину то ли для грузов, то ли для пассажиров, мы получаем наиболее удачный вариант, когда диванчик отодвинули, поставили сиденье, и у вас 5 пассажиров и 1 водитель. А если у вас длинномерные грузы, вы диванчик и эту сдвижную перегородку передвинули максимально вплотную вперед, и тем самым у вас максимальная длина грузового отсека в вашем распоряжении. Изначально в грузовой версии первое, нету боковых стекол. При переделке боковые стекла здесь и здесь врезаются с левой, с правой стороны. Далее, внутренняя обшивка сдвижной двери не имеет никаких накладок. Здесь мы видим, что накладка с искусственной кожей, она, конечно, не люксового исполнения, но тем не менее с такими красивыми, симпатичными вставками из ткани снизу, а также сверху, в общем целом создает впечатление и внешний вид очень и очень приличный. Это, конечно, зависит от вашего подрядчика, с которым вы работаете именно в этом направлении. Тот подрядчик, который выбрали мы, сделал нам здесь работу, которой мы остались очень довольны. Качество и эстетика всегда стоят во главе угла при оптимальном соотношении, конечно же, цены к этим параметрам. На пол ставится специальная панель с направляющими, где через каждые 5 сантиметров насверлены специальные отверстия, которые фиксируют в нужном положении вашу перегородку с диваном. Левая сторона точно так же обшивается специальными накладками с кожей, с тканными вставками, алюминиевыми, красивыми, вот такими кантиками. Естественно, то же самое врезается здесь боковое стекло для того, чтобы было больше света. И все это хозяйство обшивается красиво, качественно и эстетично. Естественно, не забывают про потолок. Потолок и его вот такой изгиб тоже зашивается. Хорошие, красивые тканные панели, которые здесь прям шикарнейшим образом установлены. Чтобы сохранить освещение, светодиодный здесь для вас предоставляет хорошее, качественное освещение пассажирского отсека. Самое интересное, господа, значит, посмотрим, как функционирует наша перегородка. 3 пассажирских сиденья с ремнями безопасности, с такими красивыми подушечками для шеи.
двумя подлокотниками слева, справа, вы вполне комфортно здесь расположитесь. Далее, если вам нужен грузовой отсек, поднимаем диван. И внизу, вот в этом месте, есть специальный рычажок, с помощью которого вы регулируете место установки. Убираете из крайнего положения, то есть это фиксация, как предохранитель. Далее приподняли флажок, который, двигаясь по направляющим, проваливается благодаря пружине в них и фиксируется. То есть вот таким образом зафиксировали. Мало вам, двигаем дальше. И так до самого упора. Наша внутренняя высота позволяет вам с комфортом здесь находиться, если ваш рост не превышает 185 сантиметров. Тут еще вот 2-3 сантиметра запаса есть. В обычной цельнометаллической версии, если убрать панель пола и убрать обшивку, примерная внутренняя высота порядка 190-192 сантиметров. Ширина Так, значит, порядка 175 сантиметров. Тоже вполне себе серьезный показатель. Собирая полнокомплектный автомобиль, естественно, мы всегда думаем о эстетике. Поэтому, когда мы думали о том, как будет выглядеть наш внутренний отсек, конечно же, мы не могли себе позволить его оставить в том виде, вот примерно вот в таком, какой он был. И по согласованию с заказчиком обшили его листом фанеры. На полу сетчатая, а на стенках гладкая. Также мы оставили такелажные кольца, которые были здесь изначально. 4 такелажных кольца. И получилось просто вот так вот, пацаны. Так, господа, начинаем измерение. Самая интересная наша часть. Если будет диван стоять в крайнем положении, то есть вот до того, как начинается пол, у нас здесь 2,40. 2,40. Дальше мы сдвинем максимально дальше. Ширина. — 177 сантиметров. Ширина между арками 135 сантиметров. Высота 192 сантиметра до вот этих усилителей. И осталось самое интересное. При этом, господа, если у вас, например, какие-то длинные грузы больше 3 метров, но нужны пассажиры, хопчики, подняли и под диванчиком ваши длинномеры просунули. Рычаг, который фиксирует наш диван, доступен как со стороны пассажирского отсека, так и со стороны грузового отсека. Поэтому вот так вот ножкой наступили, вот так вот диванчик наш до упора сдвинули. Хопчики, пацаны, 4,5 метра длина грузового отсека. То есть, если ваши грузы длины 4,5 метра, вы можете здесь поместить. А по диагонали 4,70. По прямой 4,50, по диагонали 4,70 в вашем распоряжении. А если вам важна длина до сидений, чистая длина грузового отсека, это 3,85 в вашем распоряжении. Еще чуть-чуть. Один человек вполне себе с этим справляется. Один единственный недостаток, господа, если у вас грузы будут, например, с запахом, либо что-то еще, вот такая вот вставочка, конечно, вас не спасет. Поэтому имейте вот это такой деликатный нюанс в виду. То есть это вот не перегородка. Ну что, друзья, вот такой необычный для нас проект получился. И нам очень интересно было его собрать, чтобы понять,
какой функционал и попытаться через видео передать этот функционал вам, именно грузопассажирской составляющей. Итак, Mercedes-Benz Sprinter 316. Мы взяли длинную базу, высокую крышу, колесная база 4325 мм. Такая машина была у нас в доступе у дилеров. Клиент нам поставил задачу, чтобы была грузопассажирская машина, у которой мощность больше 150 лошадиных сил. Для чего? Не знаем. Mercedes у нас объемом двигателя 2,2 литра, мощность 163 лошадиные силы, крутящий момент 340 ньютон-метров. В нашем исполнении механическая шестиступенчатая коробка переключения передач, задний привод. Машина, как нормальный качественный европеец, нафарширована большим количеством активных и пассивных систем безопасности, дисковые тормоза, АБС, экологический класс Евро-5. Машина круче, чем конструктор Lego, предоставляет возможность индивидуально под вас собрать итоговую спецификацию базового автомобиля с теми опциями, которые важны непосредственно вам. Вплоть до коробки автомат, вплоть до более мощного двигателя, вплоть до полного привода. Именно это важно учитывать при заказе индивидуального вашего автомобиля. Наше базовое исполнение грузового отсека мы превратили в грузопассажирский. А именно, мы установили специальную панель пола, на которой перемещается трехместный задний диван Ривьера. Таким образом, пассажировместимость у нас получается 5 пассажиров плюс водитель. Наше исполнение дивана с неглухой перегородкой позволяет эту самую конструкцию передвигать и таким образом получать максимально универсальную машину, которая и пассажирская, отодвинули, поставили, и если надо, грузовая. Диван со стенкой, с перегородкой сдвинули и получили в чистоте 3,85 метра внутренней полезной длины. Хорошая внутренняя высота, хорошая внутренняя длина, прекрасная внутренняя ширина. Эти параметры в совокупе с нормальной хорошей комплектацией автомобиля, с кондиционером, с центральным замком, со складывающимися зеркалами и с супер крутыми соплами воздуховодов, которые мы постараемся установить на висы. Все это уместилось вот в этом автомобиле. Стоимость нашего бюджета переделки этого полнокомплектного автомобиля составила 3 990 000 рублей по состоянию на август 2020 года. При этом при доделке вы можете видеть в качестве эстетики, что использованы хорошие качественные материалы, хорошие красивые зазоры получились, ну и не забыли, конечно же, обшить грузовой отсек. По моему мнению, получилось все прекрасно. Завтра передаем автомобиль клиенту и постараемся получить отзыв и обратную связь, понравилось ему или нет. А если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, под видео. Ждем ваших комментов, нормальных, хороших, качественных, а не бутафорских или каких-то оскорбительных. Все по делу, все по конструктиву. Welcome. Всех приглашаем. До новых встреч. У нас готовится еще огроменный Mercedes Actros с двухъярусной погрузкой. Мы пошли, пока.